Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она бесится? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вы такой живчик, вообще активный. Возможно, даже можете проигрываться огненного знака зодиака. Но абсолютно вы не лежебока, не лентяй. Вам постоянно нужно куда-то мчаться, что-то делать. Вы огонь, вы мужчина, огонь. Вы любите быть в центре внимания. Вы любите, когда вам говорят какие-то комплименты, да, вас это еще больше бодрит. Вы любите и огненных таких женщин. Вам будет даже скучно вообще по жизни, да, вот если брать так в общем. Вам было бы скучновато с женщиной, которая такая домоседка, скучная, с которой не о чем поговорить. Всегда вас привлекали женщины, которые всесторонне развиты, ну, естественно, и хорошо выглядящие. Женщины очень ухоженные, вам нравятся. Хотя себя вы порой можете распустить и расслабиться, я вам скажу. Ну так, без обид, мальчишки, да, вот можете, особенно дома, да, там кто-то не побреется, да, но особенно в выходной, может быть. У кого-то может быть не очень хорошее настроение, вы начинаете себя запускать. Ну, бывают такие периоды, опять же, напишите, у кого так проиграется. Далее, я вам скажу, что вы такой человек, который в воде не тонет, в огне не горит. Вот такой человек, который всегда выходит сухим из воды, из разных передряг, вот как бы вас жизнь не била, вот как говорится, face em up table, да? Что бы ни делалось в вашей жизни, вы всегда выходите победителем. По крайней мере, вы будете землю рыть, вы будете делать все, чтобы выйти победителем. Исключительно вот победа – это ваш такой конек, это ваши лидерские качества, это то, что… Ну, я только что говорила вот в начале расклада, что вы любите быть в центре внимания, да, вы любите вести людей за собой, вы любите лидерство, когда на вас смотрят, да, когда вами любуются. Причем я вам скажу, что вы особо это не афишируете, конечно же, да, вы не ходите, как, я не знаю, там, даже не знаю, с кем сравнить, ну, павлин, да, вы не будете ходить, распустив хвосты, и красоваться. Нет, но в душе вы, конечно, кайфуете. Вам очень необходимо признание. Причем это признание вам необходимо, знаете почему? Потому что у кого-то из вас может проиграться, что в жизни было, возможно, очень мало каких-то вот, ну, теплых слов, да? Очень мало было каких-то комплиментов, моментов признания. В вашей жизни мало и редко кто вообще ценил то, что вы делаете, и женщины в том числе. Для вас это ну просто жизненно необходимо, вот чтобы женщина вас ценила. Ну, в принципе, это мужская психология, которая говорит о том, что если мужчина чувствует, что он нужен, он любим, то, конечно же, у него крылья вырастают, и мужчина готов еще больше сворачивать горы. Ну ведь правильно, мальчишки, вы согласны со мной? Когда вы чувствуете, да, что вы нужны, любимы, ну, конечно же, когда ты понимаешь, что ты старался не напрасно, ты свернешь еще не одну гору. Поэтому, знаете, вы такой человек, которому всегда нужен стимул, всегда нужна мотивация. Такой вот мотивацией, которая называется женщина, да, ну, любимая женщина мы берем во внимание, романы, это так все, да, понарошку. Такого вот стимула на данный момент у вас нет. Хотя, да, вы можете общаться с женщинами, вы можете там шуры-муры крутить, опять же, у кого как проиграется. Но вот именно серьезной женщины я не вижу, которая заставила бы вас, ну, я не знаю, подняться в 12 ночи и примчаться там за 300 километров, чтобы просто 5 минут увидеться, да? Ну, я утрирую, понятное дело. Вы же понимаете, что влюбленный волк уже не хищник, да, и влюбленный человек, и неважно, мужчина или женщина, ну, реально будут горы сворачивать. Просто вот друг для друга будут сворачивать горы. Но у вас пока такого, к сожалению, нет. Вот пока в душе у вас в отношении к женщинам
Ну, скорее зима и гололед. Вот в таком плане. И снова вы у нас выпадаете императором. Ну, в принципе, это то, что я говорила. Знаете, в вашей жизни когда-то была любовь. Она была, но сплыла. Ну, вот еще послевкусие после нее осталось. Вот осталась какая-то, знаете, ностальгия, что ли, воспоминания, как все было когда-то хорошо. Да, здесь скорее семья даже проигрывается. Причем это было настолько, знаете, казалось, когда-то гармоничные отношения, которые закончились. Вот после этих отношений как раз и вы переживали очень тяжелый период своей жизни. У кого-то это может быть уединение, у кого-то это может быть, знаете, вот ну реально такая депрессия, когда ничего вообще не хочется. Здесь может даже проиграться то, что были, ну, такие не очень хорошие мысли у вас по поводу того, а стоит ли, ну, вообще двигаться дальше, да, вот, или туда к праотцам пойти, ну, вот в таком смысле, да, вот, опять же, напишите, у кого такое проигрывается. Потому что был, ну, такой жесткач в вашей жизни, что, ну, реально мысли посещали всякие. Ну, понятно, что это может быть там состояние такое было определенное, когда в каком-то смысле помутнение разума от горя было, да, потому что любой такой развод, разрыв – это ну, маленькая смерть в принципе. Вот и как раз разрыв, развод вернее, он в психологии стоит на втором месте после смерти, потому что развод это считается как вторая, ну, маленькая смерть. Поэтому, ну, был у вас такой довольно сложный период, возможно, кто-то сейчас в нем находится, и недавно вы разошлись. Давайте-ка будем смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклады, почему она бесится. Это женщина, которая была вашей прежней историей любви. Это женщина, которую вы безумно любили и которая безумную боль вам причинила. Это женщина, с которой вы готовы были даже помириться. Был такой период, даже после всего, что произошло. Вы готовы были наступить даже вот на свою гордость, но что-то вас остановило в последний момент. Возможно, мысли ваши поменялись кардинально, да, вот как-то вот сменилось ваше мышление, мировоззрение, ощущение, да, ну, как будто вот проснулись от какой-то зимней спячки, да, вот, и подумали, что елки-палки, да какое с ней мириться, да боже упаси, вот прозрение такое, да, вот озарение наступило. Это женщина, которая... Она любит исключительно себя, но она очень хорошая актриса. Вот когда это нужно, она притворится, ну, такой любящей, ну, такой нежной, ласковой. Ну, опять же, я думаю, вы тоже заметили, что как только она начинает быть более заботливая, более внимательная, ну, как правило, в скорости следует какая-то просьба. Либо же купить ей что-то, либо денежку дать, да? Ну, то есть какая-то такая корыстная подоплека есть в ее поведении. Это женщина, которая, вот она, знаете, она знает, где у вас болевые точки. Она, в принципе, ну просто на раз-два вычисляет болевые точки любого человека и, как правило, бьет прямо туда. Ну, при случае, естественно, да, когда там конфликт, допустим, какой-то. Она делает больно осознанно. Это такой, ну, зловредный человек, хотя внешне она довольно такая привлекательная, довольно неплохая, фигура у нее неплохая. Ну, вот эти ее такие, знаете, черты характера, ну, оставляют желать лучшего. Она может, знаете, пройтись по человеку, который ей когда-то в чем-то помог. Она не ценит ни помощь, она не ценит ни внимания, она ничего не ценит. Она ценит только деньги, в принципе. Она ценит, когда ее кружат. Она любит, когда ей все подчиняются. Она очень любит, когда, ну, все так, как она хочет, в таком плане. Почему же она бесится, давайте уточнять. Потому что она, ну вот какое-то время назад, да, опять же у каждого по-своему проиграется, она влюбилась в молодого мужчину, так скажем, ну, по крайней мере, моложе нее.
Она влюбилась, у нее были даже планы вот выйти за него замуж. Она настолько плотно на него подсела, даже вот думала, что это, ну, такой кармический союз, да, она думала, что это, ну, прям такой судьбоносный мужчина в ее жизни. А этот молодой юноша, назовем его так, ну, всего лишь поигрался, да, вот поматросил и бросил. Она сразу этого не поняла. Она сразу думала, что, может быть, он обиделся на что-то, да. Она какой-то период сидела, переживала. У нее были непонятки, да, почему он пропал, почему он не звонит, что такое. Но это такой, знаете, самоанализ, что-то в голове у нее такое происходило, что она просто не могла понять, куда он исчез ни с того ни с сего. А этот товарищ просто вот реально поматросил какое-то время ее и бросил, и ушел к другой. Потому что, во-первых, там изначально не было никаких чувств. Там человек именно такой разгульный, человек, который меняет женщин как перчатки. Ну и плюс этот человек, который, я не исключаю даже, что где-то у нее там потянул денежку. Ну, типа из кошелька, там в таком плане. То есть, ну, не очень благополучный товарищ. А она-то в него влюбилась, понимаете, какая дилемма? И что же дальше? Вот это приключение. Она не может его отпустить, потому что, знаете, она себя чувствует, как будто вот ее приворожили. Она сама не может понять, что с ней происходит, потому что ее тянет к нему со страшной силой. Вот он исчез, да, этот молодой человек. А она будет вплоть до того, что там чуть ли не домой к нему придет, да, будет стоять под дверью, будет унижаться. Вот эта королева, которая всех всегда застраивала и любила только себя, она будет унижаться, но у нее ничего не получится. Знаете, такое ощущение, что этот человек ее вообще даже либо же дверь не откроет, либо же трубку не возьмет. Ну, то есть он всячески будет ее игнорировать. Все ее какие-то вот эти позывы, порывы, да, она будет пытаться выяснить отношения, она будет пытаться поговорить. Ну, знаете, такое своего рода маленькое преследование. Но только преследование для того, чтобы понять, дорогое, а что такое, что случилось. Ну, я думаю, многие из вас сейчас обрадуются, да, потому что, ну, реально это очень похоже на бумеранг, правда ведь? Напишите, что вы думаете по этому поводу. Потому что, ну, человек, который когда-то сделал вам больно, который когда-то не оценил вас, сейчас она, в принципе, в какой-то степени вот испытывает на себе то, что испытывали вы. Ту боль, ту обиду, да. Когда человек, которого ты любишь, да, она у нас влюбилась, дамочка, когда этот человек делает больно, а если это любимый человек делает больно, то это вдвойне больнее. Вы можете это понять, да? Поэтому, знаете, это такой бумеранг, который она будет расхлебывать еще долго. Она будет переживать, она будет страдать. Она будет места себе не находить, потому что, ну что такое, что происходит? Что я сделала не так, да? Она всю голову сломает, она не может понять. А мальчик всего лишь бортанул. Ее будут поддерживать друзья-приятели. Она будет, конечно, там у кого-то может проиграться за рюмочкой чая, будет расслабляться, потому что ей плохо, потому что хочется забыться. Но, в принципе, ее любовь к деньгам все равно никуда не денется. Естественно, она такой и останется, как и была. Поэтому, ребят, кто вдруг из вас еще хочет помириться, да, вот она не думает о прошлом, она абсолютно это все забыла, все вычеркнула. Она поставила себе другие цели. Только эти цели были у нее с вот этим товарищем, который помоложе, и который ее бортанул так очень и очень некрасиво. Знаете, эта женщина еще не раз получит бумеранг в своей жизни, потому что, как правило, ну, я уже так заметила, да, что вот те, кто обижают других, их потом в 2, а то и в 3 раза сильней одолевает бумеранг. Ну, вот такая вот, знаете, как тройной удар. Вот просто тройной удар. Это могут быть разные сферы. Это не обязательно там личная жизнь. Это могут быть и сфера работы, и здоровье, и что угодно. То есть, когда у человека
идет такая черная жизненная полоса. А это всего лишь бумеранг, но многие об этом не задумываются. Многие думают, что да, это все, ну так сложилось, да, вот, ну не получается и не получается, да. А на самом деле это действительно может быть такой сильный, очень сильный бумеранг. Поэтому всегда говорю, очень и очень хорошенько думайте, прежде чем что-то сделать, да, прежде чем кого-то обидеть, даже, ну, что-то плохое такое даже сказать или подумать, потому что это все бьет, это все бумеранг, это все обраточка, понимаете? Поэтому, ребят, вот такие сегодня у нас распрекрасные дела с вашей бывшей. Вот такой у нас расклад сегодня получился. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!